Привет, друзья! 17 марта мы приступили к укреплению саморезами штукатурного полотна на потолке. Занимаемся потолками, занимаемся карнизами, лепнину не трогаем. Пойдем посмотрим, мы только начали, подключили слабый пол. Подключенный слабый пол у нас тут. Подключенный? И очень слабый, говорят. Сильный. Короче, ломают, крушат. Женщинам нравится ломать и крушить. Я заметил давно. Нравится разламывать все вот это вот, деструкция. Короче, вытаскиваем вот эти вот цементные залипухи. Напоминаю для тех, кто не в курсе, не в курсе, что у нас здесь происходит. У нас большая комната здесь, да? В свое время когда-то она была разделена. Причем не очень-то далеко от времени постройки. Вот я сейчас не помню сам год постройки. Ну, до революции он был построен, по-моему, 5-й год, по-моему. Я уже запутался. Ладно, не суть. Короче, здесь был перестенок. Здесь была стеночка, там жили одни люди, здесь жили другие люди. Вот. Когда-то эту стеночку потом снесли, не так-то давно. Вернули историческую планировку, собственно. Угу. Большая комната, под 40 квадратов на самом-то деле. Вот. И вот здесь вот эти примазки остались, где-то кто-то что-то примазал. Оно видно, прям цветом видно, и мы там не чистили мел особо. Там что-то близко к цементу. Это цементная, либо такая грубая, известковая штукатурка. Вот, и сейчас мы удаляем вот в этой области. А здесь уже подкручивали, подтягивали немножечко саморезиками, расшиваем трещины. Вот так это все выглядит. Так, саморезы. Хотел рассказать про саморезы. Саморезики левый. Вот тут у меня есть саморезики. Вот такой саморезик у меня есть, да? Да. И вот такой. Вот у меня тут в поясе. Пояс неудобно использовать. Большие карманы такие. Вот. Надеваю его. Шайбы 6х18, DIN 9021, да, оцинкованные. И вот опять хочу обратить внимание на вот эти саморезы. Хобау, по-моему, я покупал их в Метизах. Они сегодня 17 марта. Они подорожали в 1,5 раза. То есть один стоил раньше 2 рубля, сейчас стоит 3 рубля. 45 длина. И вот этот 65 длина. Он, по-моему, 4 с копейками стоит. Шайба 1,5 рубля уже стоит. Ну, да, все в 1,5 раза поднялось. Причем, кстати, в Метизах сегодня зашел, а там нет цен. Есть просто надпись, название, там, где должна быть цена, ничего, там пусто. То есть подходишь к продавцу и спрашиваешь, либо листаешь прайс. Видимо, один прайс там на день, не знаю как. В общем, короткие саморезы, 45-е идут в потолок, туда. И вот эти вот 65-е туда, вот в падугу куда-то, вот туда вот. В карниз сам. Тут длина позволяет, можно... Карниз же толстенький, и вот если вот есть так, как бы вот такая вот поперечная трещина, то можно туда вот крутиться. Здесь доска у нас. Здесь у нас не кирпич, там уже соседняя квартира. Вот так. Да, там соседняя квартира и дощатая стеночка. А в целом у нас вот здесь кирпич и вот здесь кирпич возле входа. А, кстати, тут странная дверь. Тут когда-то была дверь, между прочим, как бы так показать. Тут довольно интересно. Здесь вход, и вот прям вот здесь дверь, которая не ведет никуда. То есть с той стороны, как бы в парадке, там дверь. А здесь вот так заделано. То есть за ней, вот за дранкой дверь. То есть когда-то предусматривался какой-то один, видимо, общий ход на всю квартиру, хотя здесь огромная квартира. Может, она была вообще там 400 квадратов, не знаю. В общем, вот так. Тут как-то так вот сделано. Но в целом стена несущая, кирпич. С этой стороны, ну и фасадная там. У нас наконец-то тут произошло разделение труда. Раньше я делал всю такую работу один, сам один. И отваливал то, что нужно отвалить. И расшивал трещины. И делал потаи, да. И прикручивал. Теперь я оставил себе только прикручивание, потому что это физически тяжело крутить. Эти саморезы прикручивать. Вот. Я оставил себе только такое занятие. И вот все они там занимаются подготовкой, да, вот так вот, потихоньку и двигаемся. Да, стало веселее, конечно, это веселее, чем одному, я один тут, я бы долго это делал, а так втроем уже веселее. Вообще, в целом, разделять операции, это очень так прикольно. Как-то
более эффективно получается, что ли. И да, в этом ролике я бы не хотел акцентировать внимание на том, как там, что делается. Уже несколько раз это все было у нас на канале. Кто не видел, ищите поиск по каналу, смотрите, как укрепление штукатурки, укрепление потолка, там, да. Все одинаково, мы делаем все одинаково. С одним только сейчас, с одним как бы изменением, что вот стал использовать вот эти вот саморезы. Вот такие. Они очень острые, прям, они прямо вот так вот впиваются классно. Прям во. То есть хорошо, вкручиваются очень легко, хорошо. И здесь PH2. Короче, это самое, что у нас пошли обломы. Сломался один шуруповерт. У меня уже 2 сломанных шуруповерта. Думали розетку. Сейчас примеряем ее. Сколько она? Метр? Метр на метр будет. Метр на метр. Давай еще раз посмотрим, прикинем. Ну да. Это с полем, с фоном? Да, с фоном. С фоном, а без фона? Если вот отсюда слева от рисунка до рисунка. Вот. Ну попробуй. Вот. 90. 88, мне кажется. 88, 90 где-то. Короче, чего? Мы думали, что там шурупы, взяли магнитики, что-то туда-сюда, там гвозди. Нам ее не снять. Думали снять ее аккуратно, чтобы можно было. Не снять, надо ее рвать кусками оттуда, она прибита гвоздями. Все просто, будем вытаскивать ее оттуда. Перемерили, значит, 88, 90 где-то, это граница рисунка. Мы ее фактически нашли. Мы порылись на Cityvolks, туда-сюда. Эта розетка у нас хотя бы есть ее фото. Мы знаем, какая она должна быть. Размеры надо будет себе записать. Собственно, я сейчас это и делаю. В видеоформате, да? Да, и здесь все вываливается, короче, тоже. Слишком тонкая местами штукатурка. Попробую разобраться. Вот здесь видно там 5-7 миллиметров на дранке. Из-за того, что это было всегда разорвано, слой был разорванный, этот край очень плохо держится. А можешь пошевелить вот рядом с розеткой, где ты работаешь? То есть вообще не держится. Надо аккуратно изымать то, что падает, и оставлять то, что останется. Да. Ну такое что-то обломная какая-то тема пошла. И хорошо вот здесь удалось оставить, то есть убрали вот эти все залипухи, вот так теперь это выглядит. Вот еще не фиксировали ничего, тут саморезиками не работали, но уже убрали вот эти все штуки, которые реально мешали. Вот так вот то, что у нас осталось на данный момент. Этот остаток. Остальное, вот эти вот участки надо будет формовать уже, те, которых не хватает. Где-то возьмем, там найдем. Есть с чего взять, с чего снять форму. Вот так. Да, вот я хотел ее снять, я думал, удастся, может быть, ее снять целиком, там, ну, зачем-то, не знаю зачем, так хотелось. Не удалось. Она вся была проармирована, вот кто не в курсе, вот так раньше армировали, если сейчас сетка армирует, раньше армировали, вот арматурка, это палочки, вот такие. То есть весь рисунок на ней был срезан, сбит вот таким вот образом, зарезки видны, то есть просто ее сравняли там с потолком, вырезали все, вот так вот получилось. Жалко, конечно, я хотел как-то, что может быть. Ну, у нас есть фото, хотя бы мы можем уже искать по фото. Потому что нашли мы ее, да. В общем, вот такая она была. Здесь гвозди, да, гвоздей полно. Гвозди, вот тут шляпки покусывали они, ребята. Висела она, кстати, не только на примазке по кругу, а еще были липухи где-то. Ну-ка, может быть, это она. Да, о! Вот тут прям с дранкой отошла, она держалась очень мощно за дранку, вот, прям где-то сбоку, то есть тут были липухи, оно видно, вот, прям гипс, много гипса, много гвоздей, ну и как стандартно ряд дранки срезан, то есть сначала был заштукатурен потолок, понятное дело, да, и потом сюда вставляли розетку, фон у нее такой тоненький, она, ну, хотя они тут рубили, срубали, я думаю, она миллиметров 7-8 была. И вот дранка не давала пройти, поэтому дранины они срезали сразу же. То есть вот видно. То есть это не мы обломали, естественно, дранки срезаны. Драночка срезана. Вот и туда она была вставлена, розетка. Ну, сняли, ладно. Ничего не поделать. Вот, кстати, хотел еще раз вблизи показать это.
эту штукатурку, остатки. Мы как бы в этом углу сейчас, да, получается, смотрим на окна слева. Вот какая толщина. О. Вот так вот тут делается. А туда уже получше. А вот здесь совсем плохо. Вот это вообще очень плохо. Оно видно, где трещина вот идет. Надо будет аккуратно ее вырезать оттуда, по трещине разрезать и изъять. Собственно, так мы всегда поступаем. Но вот эти ухи тоже отвалятся. Да, оно вообще не держится. Здесь давным-давно был запущен воздух сюда, оно тут трепыхалось, болталось, это ухо. Ну, надеюсь, что в массе, сама масса, там, где не тронуто, вот, наверное, вот этот кусок выпадет точно, вот этот точно улетит. Но сама плотная масса, но я надеюсь, что останется. И можно будет по правилу потом как-то вот так свести. Ну, посмотрим, что удастся сохранить. Так, здесь вот можно наблюдать такую картину. Вон, кусочек остался. И вот это маяк. Здесь реально был маяк. Видно, белая, светлая проходила полоса, этого не был. Такое вот редко попадается, но такое бывает. Видимо, из-за того, что очень большая, как бы, получается комната. Сколько она тут? Наверное, 6 метров. Вот так вот. И вот им, чтобы не тянуться с правилом, они вот так вот сделали. В общем, такое иногда встречается. Вот синий там над головой, вот маячок такой. Вот такой. Да, и как можно заметить, у нас все больше и больше тут вываливается. Вот что осталось над дверью. Ничего, но выпало и выпало. Кстати, вот здесь я оставил кусочек штукатурки возле лепнины для маяка, потому что мне не достать будет правилом вот так. Тут больше 2 метров. И поэтому промежуточно, потом выкинем этот кусок. Как мы уже так делали, промежуточный маяк. Подштукатурим и выкинем его. Ну, что получилась плоскость вот так вот. А здесь уже дотянемся правилом. 24 марта сегодня. Мы перелезли в эту комнату потихоньку. О! Крушат, ломают все. Наши эти товарищи. Во, короче, я буду выламывать, или мы все вместе будем выламывать это место, где была большая розетка. Померил ее 2 на 2, плюс-минус. Мы будем искать отправная точка, вот эти вот шишечки, что-то вот с такими шишечками, завитушками надо искать. Ну, придется выламывать, потому что сама плоскость вот этой вот штукатурки, она как бы ниже потолка, отличается от уровня. И она нам не нужна, она там плохо держится, на самом деле. Стрёмная дранка, да. Дранка не стрёмная, дранка сделана людьми, которые дранку делать не умели. Понятное дело, вот этот блок, вот этот кусок дранки, да, он находится в том месте, где когда-то была розетка. Вон, кстати, вот видно кусочек, это подмазка розетки. И для того, чтобы заштукатурить, там уже было голо, да, розетка не садилась туда по-нормальному. Видно, что вот здесь обрезана дранка. Все 2 как бы яруса, все 2 слоя дранки обрезаны, чтобы посадить розетку. Когда розетку выбросили, когда разделяли комнату, розетку выкинули. И для того, чтобы там держалась штукатурка, вот такие вот какие-то кое-что там сделали, такое типа как дранку. Говорят, хотим ломать, да? Хотим ломать и крушить. Я говорю, строить кто будет? Тебе надо, ты и строй. Ну, нормально, да, вообще? Вот так она выглядит, дранка вот эта. Тут 2 яруса досок. Тут, вот, я упираюсь еще в ярус досок. Тут доски, походу, идут 1 и 2. И они поэтому чуть-чуть как бы поигрывают, чуть-чуть есть ход какой-то. Ну, штукатурка, это все держалось. Вот такое оно. Вот как оно здесь держится. То есть никак. Все тут плачевно. Но это вот эти места, где как бы, скажем, новая штукатурка, да? Ну а какая она новая? Она тех же лет. Это, наверное, послереволюционная. После расселения, да, после политики уплотнения вот этой. Ну она такая плотненькая, она чуть по-другому выглядит. А вот какая старая. Ну и вот здесь, да, тоже. Это не старая, это еще вот это вот, где докидывали. А вот родная, прям родная. Вот так она делает. То
То есть этот кусок надо полностью, он тонкий, его надо полностью изымать. И то, что мы знаем, то, что мы любим, вот этот обрызг, сухой обрызг. Вот он. Слой штукатурного полотна, собственно, слой грунта не держится на обрызге. Стандартная тема. Вот пробовали прикручивать что-то. Вот так. Где-то оно что-то держится, а где-то вот так. Понятно, здесь вот обрезана дранка, о чем говорил, что чтобы посадить сюда розетку, им пришлось дранку всю порезать. И еще одна комнатка готова у нас. Почти вот. Все докрашивают здесь. Сегодня какое 29 марта у нас, по-моему, да. В этом роде. Вот тут, где штробили чуть-чуть под провод, ребята, электрики. Вот выпадало сколько штукатурочки. Ну ничего, ничего, заделаем это все. Тут много чего вываливается, да. Но не без этого. Тут прям плохо все на этой стеночке. Ну, ладно. Здесь тоже вот что-то выпадение случилось какое-то. Что хотел еще показать, вот эти вот перьевые сверло вот это вот перьевое, да. У меня сейчас болгарки нету с собой, она на другом объекте, я ее затупил и забыл. Подтачиваю я напильничками, поскольку и стирается, вот это уже более-менее я выровнял, иначе оно просто скругливается, закругляется просто по краям. И вот новое, это вообще не юзанное ни разу еще. И вот уже сточенное, да, вот сколько. И так я буду с ними поступать до той поры, пока вот до этого отверстия не дойдут, и потом оно уже станет непригодным. То есть вот этого шипа не будет, и вгрызаться будет невозможно в точку. Вот. Так что используем их рационально, таким способом. А их уходит много. Реально, полдесятка уйдет у нас. То есть поработали, оно закруглилось, и дальше чем-то. Ну, болгаркой проще, ну, напильником тоже можно. Они мягкие, они реально мягкие. То есть, ну, и это не их работа, вот крутиться вот в эти вот песчаные всякие штуки, вот эту штукатурку, которая не работает для этого сверла, это сверло по дереву. Вот, они довольно мягковатые, быстренько садятся. Ну, сколько-то можно им продлить жизнь, конечно же. Да. Ну вот, собственно, до такого состояния, вот они так и стираются, когда уже они делают не прямой потай такой, да, а вот что-то скругленное, какую-то дичь. И вот так вот, до такого уровня я могу их подвести, собственно, напильником. Этого достаточно, наверное. Такие вот ребята, да, ну очень мягкие, очень мягкие. Ну, все равно, ими делаются тысячи отверстий. Понятное дело, что они как-то должны иметь какой-то естественный износ, да. 22 апреля мы фактически чуть-чуть осталось кухню докрутить, доукрепить, а осталось кусочек коридорчика. У нас была большая вынужденная пауза, больше, почти 2 недели, наверное. Здесь поштукатурили все, что куда и дотянулись они, везде поштукатурили. И очень нам тут тоже поштукатурили. Вот, короче, снизу жесть вообще. Везде нам наляпали, все уделали, мягко говоря, очень мягко говоря, уделали. То есть, где они делали стены, везде навалили нам на карниз. Не знаю, может им не получилось закрыть, либо они просто не подумали, что надо закрывать это все, не знаю. Ну, здесь вот в большой комнате получше у нас. Все равно как-то... А, почему? Потому что здесь были верха, они не долезли до верха. То есть здесь как-то поменьше. Но вот здесь, вот, товарищи, сейчас чистить. Тут вообще жесть, короче. Они все уделали. В общем, лепнина, не лепнина, плевать. Они штукатурили своей штукатурной этой машиной и все туда навалили нам в лепнину. В общем, прям в гипс. То есть то, что мы почистили, теперь перечищаем. Вот. Ну, не все, конечно, но все равно. Приятного в этом мало. Переделывать. Тут тоже так же было, подшкурили. Но уже получше здесь. Вот. Вот так вот. Здесь тоже подзакрутили все. Прокрасили саморезики, обеспылили, все приготовили под грунтование. О. Чилячится в этом коридорчике. Чуть-чуть еще осталось, немножко там, надеюсь. Ну вот, вот здесь. Подчистили уже, а было вот так. То есть эти ребята вот так вот нам уделали, все нормально, да? Вот эта вот штукатурочка. Жесть вообще. Я сюда пришел, товарищ, чистить, а так пришел показать, как она тут засела. Неплохо. А вот так она тут сидит. Короче, надо аккуратно
Вот, вычищать. Спасибо штукатурам, передаем. Да. Жесть. Ну что, она же не создана для того, чтобы отлипать. Она липнуть туда должна. 26 апреля у нас. Подготовили кухню. Вот здесь был остаток карниза, мы срезали, потому что он находился, этот остаток старого карниза, он намного ближе, чем нам нужно. А здесь мы будем проводить как бы новый карниз. Подготовили здесь, подкрутили, подготавливаем под штукатурку, под грунтование, да. И момент я попытался, взял жираф, машину, попытался вот здесь, в этой области чего-то там подшкурить, пока здесь не было саморезов. И результата особого нет. То есть я оставляю это так, поскольку я не могу его механическим путем, даже руками, ножом, ничем не могу выдрать. То есть можно как-то еще попытаться, ну смысл его не выдрать оттуда. Оно так простояло 100 лет и простоит под грунтами, под всем оно еще простоит какое-то время. Я в этом практически уверен. Ладно, здесь тоже подготовили, посмотрели, просмотрели все. Розетка. С розеткой будем поступать отдельным образом, и об этом будет отдельное видео. Коридорчик готов. Коридорчик готов. В прихожей. В прихожей у нас здесь вывалилось все, что могло вывалиться. Вот здесь. Здесь печка у нас с одной стороны, да? С этой вот стороны. Здесь печка. И, естественно, здесь кирпич. И вот так вот эта часть, она оттуда подвывалилась. Когда мы начали серьезно уже расшивать, серьезно подкручивать. И здесь кусок выпал. Ну, нормально, что, ничего такого. И здесь Ксения очищает то, что нам наши штукатурные... А ну-ка я уберу этот цвет. Вот эту мигалку эту. Наши штукатурные, мягко говоря, штукатурные товарищи тут все нам уделали. Вот. Так, и вот дочищаем. А покажи, пожалуйста, что там какое там происходит. Нате вам. Вот что Покажи, происходит. вот так там происходит. Вот так вот, ребята, там. Еще валики покажу, подожди. Ну да. Тут еще ничего. О. Как и предполагалось, все, что не будет закрыто, будет уничтожено. Все, что... помнишь, вы мне не верили? Говорили, зачем ты все прячешь? Они говорят, швабру, палку от швабры и ту сломали. Не говоря уже про эти валики несчастные, тут еще не так. Местами там есть намного хуже, все уделано. Ну ладно, слава богу, хоть так, слава богу, что их не снесли, просто не сломали все полностью. Да. Вот, заканчиваем подготовку, проходим еще раз все просматриваем досконально, все. Может где-то что-то, может где-то новая трещинка. Ксения, кстати, говорила, что находила новые трещинки где-то местами. Да, ну потому что мы, естественно, мы в одном месте где-то прижали, а в другом месте там сверху уже люди ходят. Итак, сегодня 2 мая. Здравствуйте. Привет. Майское вам привет. Короче, мы полквартиры. Вот что. Там у нас вход получается. И вот полквартиры, 3 комнаты. Справа у нас здесь кухня. Кухня. Еще одна комната. Розетку мы здесь сняли. И, надеюсь, будет видеоматериал по этому поводу. Сняли розетку. Будем ее переделывать. Формовать там. Ну, доделывать, короче. Так вот, кухня. 2 комната от входа и 1 комната от входа, плюс коридоры, они прогрунтованы 1 раз, Киевгрунт, аллигатор. Сейчас покажу. Вот такая штука, 1 раз мы прошли. Не 1 раз, а сразу 2 раза, мокрым по мокрому, 1 к 1 с водой. То есть раз и 2 раз. И получилась такая легкая, некая легкая желтизна вышла. После вот этого грунта желтизна выходит так как-то, видимо, немного. И мы движемся дальше, мы сюда пока не пойдем, поскольку у нас тут еще маляра какие-то планируются, которые что-то будут стирать обои, бла-бла-бла. Короче, не выходит нам делать всю квартиру, это было бы слишком лакшери для нас, да? Всю квартиру делать самим. Нет, не получится. А получится у нас, получится делать половину, пока в данный момент получится, я имею в виду делать, то есть работать штукатуркой, начинать работать штукатуркой. И здесь идет дальше уже подготовка. Вот Ксения, здравствуйте, вам, кстати, майская наша, привет нам, вам, да, вот. Ксения здесь занимается грунтованием 2 раз, Грундирфарб ВП. Здесь обработано, лепнину не трогаем, лепнину не обрабатываем, лепнина как была, вот чистенькая, так пускай стоит. И вот видно разница, вот желтизна после Киевгрунт, и вот здесь уже обработано.
Все промежуточные высыхания выполняем, там, по-моему, 9 часов надо, но мы ждем, как бы на следующий день работаем, у нас выходные еще были, то есть все высохло, первый грунт высох, и второй грунт тоже мы обработаем, и только после этого уже будем заниматься. У нас была, по-моему, полкомнаты было прогрунтовано перед этим, вот сейчас продолжаем первую комнату и пойдем дальше. Хочу обратить внимание, хочу сказать, то есть я не хочу, но я знаю, что будут эти вопросы. Я хочу закрыть этот вопрос, попытаться раз и навсегда, хотя бы для существующих зрителей и подписчиков. Провод. Очень часто встречающийся комментарий к многим роликам на нашем канале, как провести провод вот как-то незаметно под розетку. Здесь я выполнил эту работу. Я выполнил ее вместо электриков, которые здесь работали. Они здесь провели, просто сделали мелко штробки какие-то и провели здесь в стенах, собственно, провод. Вот, какой-то там ВВВ, не знаю, короче, мне без разницы. Но потолок. На потолке договорились, что я сам проведу, поскольку надо проводить прям куда? В розетку. Можно сделать это грубо, грязно, либо почище. Я сделал почище. Провод прошел сюда, я утопил его, видите, вот здесь дырочки такие, дыры именно, дыры, не отверстия, там дыры. То есть прежде, кто проводил прежде проводку, они провели минимально повреждая, вот видно неповрежденный участок. То есть они пробивали, видимо, просверливали, туда проводили. Я попытался по их как бы способу проложить, то есть минимально повреждая. Дальше пошел, крутнулся здесь и пошел посередине розетки. То есть это две половины розетки. Я минимизировал утраты, то есть там же щель, где сходятся две половины. Поэтому чуть ее расширил, там подмажется. Вот это довольно безопасный такой, ну, довольно безопасный для лепнины способ прокладки как бы провода получился. Никакая гофра здесь, естественно, не пройдет, поскольку провод лежит на дранке. Толщина потолка не даст здесь лечь гофре. Так, еще способ, я же говорил, два способа есть. Есть еще способ, как сделать грубо. Можно сделать грубо. Можно взять провод и просто вырезать сегмент розетки. Таким образом ослабится ее как бы внутренняя структура. Там есть армировка в розетке, да. Но можно вырезать толстый сегмент, прокинуть провод и потом обратно вклеить этот сегмент. И так бывает делают, когда не знают, что с этим делать. Ну вот мы здесь провели так. И мне, наверное, хотелось бы, не хотелось бы, ну такое настроение, что-то такое. Я вам немного передам своего плохого настроения. Так вот, если будут какие-то, там, начнут там вот эти вот бла-бла-бла, это небезопасно, это подранки, ребята, я буду банить. Неважно, вы с нами все время, может быть, с начала нашего канала, я буду банить за такие штуки. Я это делал, не, скажем, не то чтобы по своей, не по своей воле. Надо было это сделать, надо было провести провод, существующий провод по потолку, по дранке, не разрезая ее, иначе там будет сразу трещина, дранка это армировка, которая сдерживает доски, да. Надо было провести внутри розетки, чтобы это было невидимо. И я так сделал. Я не считаю это правильным, но кому-то надо было это сделать, это грязная работа, я ее сделал. Правильным способом, правильный, как правильно, безопасно провести провод на таком старом потолке в розетку, туда, в лепнину, как бы сделать это незаметно или с минимальным повреждением, я думаю, можно двумя способами. Первый способ – это с чердака, если у вас самый крайний верхний этаж, то есть через чердак в гофре опустить вниз, прям через центр, да, через розетку. Да, это хороший способ. Иногда так работает. И второй способ – это внешняя проводка. Так, как оно и было, собственно, в большинстве. На керамических изоляторах. Да, это пылесборник. Но это дает некую эстетику, и это абсолютно безопасно. Так что если придется кому-то, возможно, проводить вот просто провод, вот обрезиненный провод по потолку, гофра там не пройдет. Гофра не пройдет, гофра толстая. Бывают места, где на дранке 5 мм. Ничего ты ей не сделаешь. Ну ничего ты ей не сделаешь. Разве что возможно теоретически срезать всю дранку, прорезать штрабу в дранке и потом как-то сверху это все связывать перфолентой, там непонятно. Не знаю. Но опять же, мне не хотелось бы слышать или читать по комментарии, типа, правильно, неправильно, ребята, я настроен очень сердито по этому поводу, то есть, потому что не раз было, а вы так не то делаете, а вы не то. И пишут люди, у которых на канале нет ни одного видео, то есть они ничего не сделали, но имеют право, типа, что-то вякать. Извините, простите. Нет, не имеете, я не разрешаю этого делать. Я показал один раз, как вот это можно сделать. Мог бы вообще не показывать. И
обойти эту тему как-то. Но это часто такой задаваемый, возникающий вопрос. Так, и в рамках подготовки к штукатурке, вот эта часть у нас была ранее прогрунтована, она уже высохла, да, вот это Грундирфарб ВП. Все то же самое, что мы делали с откосами. Но Саша решила вот так. Она говорит, я хочу делать маленькими шаблончиками. Она вот так попробовала на другом там объекте, в другой реставрационном там потолочке. И говорит, ей очень понравилось. И вот сейчас она делает такие маленькие. Покажите нам, что у вас получается. Не хотела еще это показывать, что мы шаблонами делаем. Ну ничего, покажите, пожалуйста. Ну, ладно. Предлагают показать что-нибудь. Вот показываю. Работает Ксения, и мы немножко тоже работаем. Шаблончики делаем. Подготовила основу, пропилила. И уже эту основу дорабатываю на самом Покажи, чем карнизе. пропилила, давайте поснимаем. Да чего? Давай, это поснимаем. Я тебя поснимаю. Давай. Вот у меня есть рашпили. Так, показываю, как это работает. Я не хотел показывать, а потом решил, что вот да, вы так делаете, потому что раньше мы делали правилами, что-то еще, но Саша решила поэкспериментировать. Я не хотел показывать, чтобы не давать конкурентное преимущество. Но что-то конкурентов незаметно, поэтому пускай будет, ладно, всем. Как бы. конкуренты. М? Есть конкуренты. И что они делают? Ну, тоже много чего делают. Ну, классно, значит, получат бесплатное кое-что, бесплатное знание и понимание. Момент такой. Каждому участку, каждому архитектурному как бы облому или какому-то участку карниза надо делать отдельную приколюху, такую отдельную штучку. То есть что-то одно и маленький шаблончик. На все не получится, на все не надо, не протянуть будет и ничего не сделать. То есть мы вот так делаем. Саша где-то попробовала там, говорит, классно, у нее все классно получилось. И вот этот момент, уже саму штукатурку, естественно, это будет отдельный какой-то ролик, скорее всего. У нас, потому что все вместе не получится свести нам в один ролик. Так, сегодня у нас какое? 3 марта. Мая. 3 мая. Ладно, что. В общем, вот что. Сейчас обрабатываем чем. Первый раз был Киевгрунт, да. Первый проходили мы, да, проход был. Сейчас Грундирфарб ВП. Вот он беленький такой, его видно хорошо. Материал этот с водой 2 части материала и 1 часть воды. 2 к 1 там написано везде, по-всякому. В общем, вот. Хотел показать, что? Хотел показать вообще, как получилось, как прогрунтовалось самим Киевгрунтом. Так, смотрим сюда. Вот, как бы с усилиями могу выдрать оттуда песок. Если аккуратно трогать его, ничего не сыпется. То есть 2 раза 1 к 1 с водой, Киевгрунт вот так работает. То есть ничего не осыпается. Вот. Не осыпается. Ничего не осыпается. Вот чистым пальцем потрогал. Можно обдирать, конечно, а ломать, но осыпания нет. И еще раз мы проходим вот этим товарищем. Вот так. Ну, мы уже так делали. Нам просто нравится, как это работает. Нравится работать по такой поверхности. Уже очень хорошо оно потом все штукатурится, шпаклюется и так далее. Саша сказала, что ей что-то нравится. У нас тут не прогрунтовано еще. Ну, второй слой не нанесен. Вот это вот, который ВП. Она говорит, ей лучше как бы там, где просто прогрунтовано. А потом типа мы гарантированно вот этим вот Грундирфарб ВП гарантированно все как бы перегрунтуем. Хотя мне нравится вариант, когда притирается именно на нем, поскольку он адгезив, там песочек как-то получше. Но она зато, говорит, хорошо подгоняет именно рашпилями, да? Я сказала, что мне безразлично. Ты сказала, что так тебе лучше, потому что типа рашпилями хорошо подгоняешь. Я все понял. Мне нормально. Ей нормально. Вот так. Такие штуки получаются у нее. Наверное, нормально. Надеюсь. Ладно. Так, нас ждет еще один микро-геморройчик. Такой, слава богу, не макро. Короче, пожелание заказчика было. Здесь трубы отопления. И там большие довольно-таки
дыры. Можно назвать, конечно, отверстие, но там дыры реально. Оттуда сыпалось, какие-то гнезда там непонятные, в общем, жесть. Короче, что я сделал? Он попросил запенить, но мне не нравится контакт пены обычной. Контакт, что будет пена, будет обжимать плотно трубу. Мне это не очень-то нравится. Я нашел здесь, ну, где-то в каких-то там остатках материалов была вот такая вот изоляция. Она как раз хорошо подходит. Кусок отрезали, вот так, сколько-то разрезали потом вдоль кусочек, да, и вот он там надет. Он там есть. И сейчас по кругу именно вот эту вот изоляцию запеним. Не вылезая сюда, как бы на поверхность штукатурки, просто по кругу запеним, чтобы оттуда ничего не сыпалось. Вот такой вот еще ход один маленький. Со сложного места начать. Начинай. Сначала увлажнили, конечно же, водичкой. Что, норм? Или я слишком много накрутил там? Нормально. Вот до уровня вот этой вот штучки. Изоляционной. А потом обрежем лишку. Вот давай трубу чуть-то доверну. Вот так. Хорош. По-моему, все, щелей нет нигде. Ну все, оно там выдавит, не нужно. Вот так. И потом пену эту уберем. Полчасика. Вот так помаленьку мы грунтуем. Вот здесь не грунтовано, видно, вот здесь нет ВП, вот там есть. И скорее всего, вот на этой половине, половина квартиры, и это будет отдельный ролик по вот этому, по подготовке, по укреплению, по всем этим моментам таким. Я думаю, достаточно для одного видеоролика. В последующем, по некому плану, мы его сделаем полквартиры плюс коридоры и перейдем там в 3 оставшиеся комнаты и сделаем там все то же самое по кругу. Ну, вплоть до штукатурки, скорее всего, я думаю, так где-то. То есть грунтование, подготовки грунтования, у нас там все укреплено, осталось только грунтовать и штукатурить. Но я побаиваюсь пыльных каких-то работ там, надо это делать, чтобы было чистенько. Думаю, так. Ладно, сегодня 3 мая и закончу этот ролик сегодня. Думаю, да. То есть штукатурка будет следующей. Вот этих 3 комнаты покажем, что как работаем штукатуркой. Надеюсь на это. Всего вам доброго. Пока-пока. До свидания.